Не слишком удачное место я выбрал. Никаких кадров, кроме меня, на этом месте нет. Поэтому все снимаю. Не знаю, может быть и перевешиваю. Другое место, может быть и уже все на сегодня. На этот сезон я имею в виду. Всем привет, дорогие друзья! Прибыл я на свое строительство. Сегодня с собой взял ручную пилораму и бензопилу. Сегодня в планах у меня заготовить досок. Эти доски пойдут на пол, чтобы можно было уже в следующий раз выйти с печкой и установить долгожданное отопление в нашу землянку. Друзья, погода у нас сегодня, как видно, зимняя. Сегодня было утром -6, поэтому я уже переоделся, переобулся. И буду сегодня заниматься прям капитально доской. Ну, друзья, всем приятного просмотра. Начинаем. Ну, здесь, друзья, прям тепло. Бревна, видно, подсохли. Мох, правда, еще сырой. Да, сруб сухой стал. На досках появился небольшой иней, совсем небольшой, блестит. Но в землянке хорошо тепло по сравнению с улицей. Доски пойдут на эту часть. Вот здесь у меня будет стоять печь. И самое главное, задача на сегодня напилить досок, чтобы можно было уже, грубо говоря, поставить печку. В следующий поход я планирую вынести печку, если у нас снег не сойдет, притащу ее на волокушах и буду, друзья, уже устанавливать. Пора уже давать первое тепло. Так сказать, ЖКХ сказала, что уже стабильный минус. Надо, в общем, топить земляночку. Сейчас мне нужно взять размеры с пола. Сруб у нас был 3 на 3, но внутренние размеры немного меньше. Сейчас нужно измерить, чтобы не пилить лишнего. И, друзья, вот, ну как получится, ну... Хочу сегодня побольше заготовить. Примерная длина досок 2,80. Но есть небольшой минус. У меня длины полотна для пилорамы 2,20. Поэтому я не знаю, как теперь быть. Пилить, что ли, по 1,5 метра и потом стыковать. Придется еще сюда бревно класть. Не знаю. Я хотел, конечно, сразу длинными кусками, цельными. Придется стыковать, наверное. Тент я буду уже убирать. В этом сезоне он нам не понадобится. Не к чему, в общем, его. Сейчас пройду, прогуляюсь до второй фотоловушки. От этого места она находится в 300 метрах. Ну и попутно еще посмотрю валежник, из которого можно будет пилить доски. Хотелось бы найти бревно побольше. Ну, в общем, попутно сейчас пойду посмотрю. Подхожу к тому месту, где я запечатлел волков. Фотоловушка на месте. Водоемчик здесь, речушка замерзла, следов нету никаких.
Ну, здесь еще кадры без снега. Засвеченных много. В общем, с компьютера смотреть. Кто-то в фотоловушку дышал походу. И это запотело. Нашел небольшую сосенку рядом с землянкой. Ствол хороший, лежит не на земле. Я думаю, сгодится она для досок. Доски сегодня я буду пилить ручной мини-пилорамой. Вот это приблуда для нее, оснастка. Кому интересно, загуглите, это Логосол. В прошлом году я и пилил. Мои постоянные зрители видели, как это работает и какой был результат. Вот. Заимел я новую пилу. Пила Matsumoto. Вот. Выбирал я среди всяких известных брендов, в том числе и китайских. И эта пила мне больше всех понравилась. Цены у них у всех плюс-минус одинаковые, но эта пила меня именно, так сказать, зацепила своей комплектацией. В комплекте у нее 18-я шинка и еще запасная 16-я шинка. Очень удобно. Вот буду я пилить, получается, доски 18-й шинкой. И потом зимой буду использовать 16-ю шинку, потому что бывают такие моменты, где нужна маневренность. И благо есть вторая запасная, она чуть меньше, и ей будет удобнее пилить. Вот. Хорошая у нее комплектация. Это масло идет, 2 цепи, потом мерный стаканчик, ключи всякие разные. И в общем, решил я эту пилу взять. Сейчас буду я ее тестировать, но посмотрел я ролики на ютубе, все, кто вот этой пользуется, она довольно-таки хорошая. Пила эта мощная. Так, сколько здесь? Так, тут не написано. Но эта пила одна из самых мощных. Очень громкая и мощная. Ну что, буду я приступать. Весь инструмент я принес. Сейчас буду, в общем, тестировать пилу. Но вот у нее еще, что мне понравилось, мягкая ручка. Будут вибрации поменьше. На моей, на той, которая у нас в избушке, на ней простая пластиковая ручка. Здесь же она мягкая. Наверное, будет хороший плюс при пилении. Ну что, первая горбыль готова. Первая доска у меня комом. Вот эта площадка, она у меня длиной 2,20, а бревно 2,80. И вот на этом месте у меня вот эта доска закончилась, и мне ее пришлось немного сюда сдвинуть. Соответственно, я ее прикрепил чуть-чуть выше, и у меня, получается, она вот кверху пошла. Вот, при помощи вот этой насадки можно делать
как необрезную и обрезную доску. Чтобы не мучиться, чтобы потом не подгонять, я, наверное, буду делать обрезную. Сейчас бревно я переворачиваю, вот эту прикручиваю уже на это ровное место. Потом, получается, у меня отпиливается здесь, потом я тут отпилю. И потом пойдет у меня обрезная доска. Цепочка острая, пилит хорошо, быстро, без всяких разных. Ну вот, смотрите, спил какой ровненький. Я еще взял с собой вторую цепочку. Переточил я ее под 10, а нет, под 15 градусов. Специально для продольного пила. Посмотрим, если это затупится сегодня, то поставлю ту. На этой пиле стоит плавный пуск и запускается она очень плавненько, так спокойным движением руки. Снял я горбыль с 3 сторон. Получилось у меня практически идеально. Здесь 22,5. И здесь у меня... Здесь 22 у меня. Но это из-за того, что у меня, получается, площадка заканчивалась. И здесь я ее перекручивал. И поэтому здесь 5 миллиметров я где-то потерял. Все, площадку я снял. И сейчас обрезную доску я буду делать уже вот этой насадкой. Здесь есть шкала. Так, вот это дюймы, это сантиметры. Буду я пилить на пол. Доска будет 40 миллиметров. Вот здесь шкала. То есть вот на 40 я делаю, закручиваю. Вот тут барашки есть. И будет у меня доска на 40. Считаю первое бревно комом. Это обычно так и бывает. Потом рука поднабивается и идут вообще прям четкие, как с пилорамы. Это я из прошлого опыта. Зимой я пилил доску в предбанник. Вот. Ну, спил получается более-менее ровный. Я считаю, для пилы это нормально. Прям идеально для лесных условий. При помощи вот такой мобильной ручной пилорамы. Ну что, друзья, пришло время сделать небольшой перерыв. И продолжим пилить доски. Доски занятия это такое себе. Если цепь тупая, это просто одни муки. И эти доски можно пилить прямо, не знаю, с утра до ночи. И тут во тьме полной уйти. Цепочка еще пока держится. В принципе, сосна это не мороженая, она сухая. Она уже здесь лежит очень давно. И пока, в общем, все идет нормально. Друзья, кстати, в этом году мой канал номинировали на премию «Лучший DIY-блогер» в номинации «Дикий DIY-щик». В этом я участвую впервые. Голосование уже идет, и голосование продлится до 30 ноября. В этом конкурсе вы можете поддержать мой канал. Голосование очень простое, без регистрации СМС. Ссылку я оставлю внизу под роликом, либо в закрепленном комментарии. Переходите на страницу, находите премию, номинацию «Дикий DIY-щик», и среди всех остальных каналов, которые участвуют в этой номинации, находите мой канал. Канал мой называется Егор Копысов, и вы можете отдать голос за мой канал. Вот. Голосовать можно каждый день. Голосовать можно, кстати, и 2 раза, если включить VPN, то есть отдать голос через VPN. Это, получается, будет двойной бонус, ну и двойная поддержка для меня. Участвую я впервые и на самом деле очень надеюсь, что мы вместе с вами поборемся и займем самое лучшее призовое место. А среди всех каналов есть и очень даже сильные каналы, с которыми очень даже придется поконкурировать. Поэтому, друзья, как-никак я надеюсь на вашу поддержку, и мы вместе с вами возьмем
хорошее призовое место и потом съездим на премию за самым хорошим призовым местом, друзья. Ух, найс! Третья доска получается уже намного лучше. Рука уже поднабилась. Ну, вот так вот. На 40.
Две доски уже на месте. Я их прибил. Теперь сижу на них, отдыхаю. Фу, вот так вот получается. Надо немного сделать перерыв, а то я сегодня только завтракал. Вот. Пол получается немного с щелями, но ничего страшного. Мы находимся под землей, и тут задувать с пола точно не будет. Ну вот, положу я еще две доски, и потом вот этот мусор нужно будет весь убрать, вынести. Там у меня тент лежит, наверное, все в тент. И как... у меня мешок есть, можно в мешок, кстати, да. Ну, либо в тент, либо в мешок, и туда все наружу. В землянке хорошо, тепло. Все-таки землянка есть землянка. Многие спрашивали, почему ты там делаешь землянку. Да потому что избушку-то я уже сделал. И интересно вообще, как ведет себя землянка. То есть дом под землей. Как он будет зимой держать тепло, как вообще здесь будет, какая температура. В общем, интересно. Опыта еще с землянкой не было. Приволок я доску, приволок я на волокушах. Купил специально волокушу, чтобы уже не таскать на себе рюкзак. Сейчас уже снег и, знаете, очень даже и удобно. Приволок я 10 таких досок. Буду продолжать делать это крылечко буду закрывать. Уйдет сюда примерно где-то 9 штук, я посчитал. Но одну еще с запасом взял. И у меня еще 5 штук. Вон там лежат. Где-то я их оставил, потому что валежник на волокушах тащить такое вообще просто нереально. Закрепить доски нечем, можно сказать. Вот я сделал такие два уха на заклепки поставил и так и тащил. Тащить такие груза без крепления это так себе. Волокуши немного помялись, но в принципе выжили.
нормально тут поправить. Вот кому интересно, 1,520 на 260. Нормально на зимние походы, самое топ. На снегоходе сюда, конечно, не подъедешь. Буду зимой подъезжать максимально, а потом уже вот с этими санями буду таскать продукты, инструмент сюда до землянки. В лесу резко у нас потеплело. Недавно вот было минус, сейчас уже ближе к нулю. Пошел очень большой снег, я весь вымок, я весь замерз, разжег, в общем, костер, буду греться. Чайничек еще поставил. Купила себе для походов вот такую ручную пилу. В общем, такая фигня. Пилить ей невозможно. Пилится она так себе. Лезвие у нее сразу уходит в сторону и закусывает. Короче, вообще ерунда. Думал вещь, а на самом деле фигня вообще. У меня слов нет. Все болтается. Пилить ей невыносимо. Сухую еще доску, вот мою, может быть, более-менее вот эту. Одну доску я отпилил, вторая все, короче, заклинила. Короче, лучше уж хорошую дорогую ножовку купить. Крылечко готово. Вот получается, вот так буду выходить. Если буду забывать, буду биться головой. Поэтому нужно будет чуть-чуть сразу нагибаться. В принципе, очень даже и хороший навесик, длинный. Вот. Здесь я хочу поставить окошко. Может быть, окошко будет здесь, либо окошко вот будет здесь. Пока не знаю. Посмотрим. Если у меня здесь будет дровяник, то окошко придется сюда сделать. Либо дровяник в другое место. Может быть, здесь небольшой дровяничок. Пишите, советуйте, как лучше сделать. Окно здесь или здесь. И где дровяник сделать. Здесь или здесь. Но уже вроде предлагали, писали мне доски вот эти продолжить. И тут будет дровяничок. В принципе, можно и так сделать будет. Здесь маленькие наколотые будут, чтобы... В
пришел, уже взял готовое и разжег быстро печку. Внутри я прибрался, убрал со ступеней. Вот. Все чистенько у нас теперь. Очень много опила было. Делал 3 подхода. И вот так вот сейчас у нас хорошо здесь. Ну вот, сейчас думаю сходить еще попилить доски. Попробую. Может быть, еще доски 2 сюда положу. И, в принципе, я думаю, на сегодня хватит. И, в общем, все-таки думаю я печку-то делать не в крышу выводить. Наверное, все-таки, друзья, буду выводить ее в сруб. Не хочу я дырявить крышу. Лишние замороки это. В общем, сделаю Г-образный выход. И, думаю, будет хорошо. Цепочка на пиле заканчивается, и срез вот уже такой получается. А вот в самом начале был такой. Очень даже ничего, такой чистенький. Не знаю, получится ли у меня выкроить доску этой цепочкой. Может быть, уже оставлю и на следующий раз, наверное, цепочку подзаточу. И другой попробую уже ее сделать. Наверное, я буду заканчивать. За этот походик сделал не так много, конечно, но тоже небольшой шажочек вперед. Самое главное, пол я сделал, и теперь можно будет печку. За этот поход я очень сильно вымок. Сперва у нас было холодно, и сейчас уже ближе к нулю. Был сырой снег, курточка сырая, все внутри вымокло, и я замерз. Поэтому будем ставить в следующий раз печку. Обязательно, чтобы можно было как-то уже обогреться, вещи свои высушить и как-то более-менее уже дойти до машины. Ну вот так вот, такой выход. Надеюсь, вам понравилось. Также вы можете в знак благодарности проголосовать за мой канал в номинации «Лучший DIY блогер». Ссылочки я оставлю внизу. Мне будет очень приятно, и буду я вдохновляться этим, и в следующий раз будем делать еще больше и интереснее. Холодно. Ну ладно, увидимся с вами в следующем ролике. Заходите еще, подписывайтесь на соцсети, на группу в Телеграме. Есть у нас группа ВКонтакте. Туда заходите, пишите, спрашивайте. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока, всем хорошего настроения.